Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней сносить народное гнев и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоею крутостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Великая княжна Ольга. Рукопись, найденная после расстрела. Тогда все, что я должен был снимать, было как страшный сон, от которого хочешь проснуться и не можешь. Погибала уникальная живописная роспись на стенах собора. Через широко распахнутые двери выволакивали с петлями на шее чудесные мраморные творения. Их сбрасывали с высоты на землю в грязь. Отлетали руки, головы, крылья ангелов. Раскалывались мраморные горельефы. Из воспоминаний оператора Микоши. Храм Христа Спасителя в Москве. Это повесть о нем, печальная и возвышенная, повесть о трагическом и великом, великом подвиге, духе народном и о порожденном тем же источником зле, поставившим все содеянное в веках на грань катастрофы. Год 1913. Российская империя праздновала 300-летие дома Романовых. Никто не знал, да и не мог знать тогда, что всего лишь 4 года спустя Россия примет на себя крест величайшего в мире переворота. Последний русский царь Николай II вынужден будет отречься от престола, а в стране наступит время крутых, неслыханных перемен. Для миллионов людей, ослепленных мечтой о близком коммунистическом рае, наступившее время явилось праздником разрушения всего, что складывалось веками. Для русской православной церкви распятием на кресте. Памятный, грозный год русской истории. Многотысячная армия Наполеона, поставившая на колени Европу, вторглась в Россию. И всего лишь 6 месяцев спустя на заснеженной русской земле не осталось ни одного французского солдата. Это было чудо. Из манифеста императора Александра I.
день Рождества Христова, 25 декабря 1812 года, объявляем всенародно спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь и злых и свирепых, намерениями и делами, есть поистине достопамятное происшествие, которое не изгладят века из бытописаний. Сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к вере и Отечеству и вознаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа. Да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем перед святым престолом Божиим кадила благодарности позднейших родов вместе с любовью и подражанием делам их предков. Словам этим не суждено было стать пророческим. Вернемся к событиям прошлого века. Еще была далека вакханалия национального самоистребления. Константин Андреевич Тон, основатель нового стиля церковной архитектуры, член Императорской академии художеств. Автор проекта храма Христа Спасителя. Тема национального памятника заявлена в этом проекте ясно и определенно. Созидание храма Христа Спасителя стало событием огромного духовного
и общественного значения. Храм создавался на века. Лучшие зодчие строили его более 40 лет. Деньги на храм собирала вся страна. Крупные денежные взносы от частных лиц не принимались. Храм строился на лепту вдовицы, на пожертвования участников войны. Каждый гривенник вносился с гордым сознанием того, на какую прекрасную цель он пойдет. Нельзя быть нетронуту до слез, видя дух, оживляющий всех. Россия шире, глубже того видимого пространства, в которое она заключена. И душа каждого русского, по идее создателей храма, должна была, созерцая его, увидеть в нем самую себя. Если не Господь созидает дом, то напрасно трудится созидающий, гласила надпись на западном крыле храма. Поразительное явление, отмеченное современниками. По мере наполнения храма, а в нем могло разместиться одновременно до 10 тысяч молящихся, стены его как бы раздвигались. Купол уходил в небо. Люди не испытывали ни тесноты, ни духоты, и каждое слово, произносимое самвона, было услышано. Неразгаданная, мистическая тайна храма. Главный иконостас храма — восьмигранная часовня из белого мрамора, увенчанная позолоченным бронзовым шатром с инкрустациями и великолепным подбором икон. Настенные фрески, иконопись, архитектурные украшения были выполнены в полном согласии известнейшими художниками тех лет. Суриков, братья Маковский, Семирадский, Бруни, Крамской, Коржухин, Марков, Прянишников, Верещагин и десятки других. Замечательный список. Храм представлял будущим поколениям ту степень духовной зрелости, которой достигло искусство тех лет в России. И более того, его высшим содержанием стал мир Церкви Небесной, собор всех святых, объединяющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное. В нем словно оживал ушедший под воду сказочный град Китеж. Сама красота храма, естественно, располагала к прославлению Творца. Храм сей, казалось, благодарил от лица всей России ее великого заступника. Снежно-белые одежды храма, словно ризы Господни, были опоясаны мраморным горельефным поясом с изображением библейских сюжетов и сцен из русской истории. Выбор сюжетов принадлежал московскому митрополиту Филарету. Эту живую летопись запечатлели в камне скульпторы Лагановский, Рамазанов, барон Клод. Преподобный Сергий Радонежский благословляет на битву, ставшую спасением России, князя Дмитрия Донского. «Иди, князь, Бог и Пресвятая Богородица тебе помогут».
Заглянем на несколько десятилетий вперед. 5 августа 1917 года в храме Христа Спасителя открылся Всероссийский поместный церковный собор, избравший 3 месяца спустя патриарха Тихона. Будто в предчувствии будущей трагической судьбы храма и тысяч других церквей, в послании собора говорилось: «Священный собор ныне призывает всю российскую церковь принести молитвенное покаяние за великий грех своих сынов, которые, поддавшись прельщению, впали в братоубийственное и кощунственное разрушение святынь народных. Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, зовущих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия. Вернитесь на путь Христов». Патриарх Московский и всея Руси Тихон Совету народных комиссаров: да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Русская православная церковь всегда была вместе со своим народом. В войне и мире, в радости и печали, в трудной крестьянской работе, в будни и в праздники. И теперь, с момента создания храма Христа Спасителя, все эти народные ручейки веры стали стекаться в одну большую реку, к своему кафедральному собору. Двадцать 26 мая 1883 года первопрестольная Москва возрадовалась радостью народной. В этот день торжественно осветили храм Христа Спасителя. Освящение проходило при огромном стечении народа, с участием ветеранов войны в присутствии государя-императора Александра III. Салюты пушек, музыка, звон колоколов всей Москвы сливались в один мощный молитвенный гимн. Храм влился в сон московских церквей, чтобы стать твердыней духа земли русской. В освящении храма раскрылось его доныне невиданное содержание. Храм Христа Спасителя с этого дня не только символ православия, его главный собор, но и дом единения государственной власти, церкви и духа народного. И хотя сама идея такого триединства была не нова, храма подобного величия в России до этого времени не существовало. На 177 мраморных плитах, казалось, навечно были высечены имена сынов Отечества, участвовавших в войне с Наполеоном. Подвиг защитников Родины и их гибель издавна почитались и были подобны в народном сознании искупительной жертве Христа. Глубока была мысль соединить в общем святилище Церковь Небесную и скрижали народной памяти. Черную субботу 5 декабря 1931 года все эти имена и даты, вся память народная были вместе с храмом превращены в пыль. Волей судьбы парад на Красной площади 7 ноября 1941 года пришелся на день поминовения воинов, павших на Куликовом поле.
тот год впервые прозвучали забытые слова «братья и сестры». Возродилась, но столь же быстро угасла историческая память духовно обескровленного народа. Вспышка ее помогла спасти страну от фашизма, но не спасла от нравственной беспринципности, лжи, прочно вошедшего в жизнь безвременья. Книга, равная по значению содеянному, об этом еще не написано. И здесь мы сможем воспроизвести всего лишь несколько ее страниц. В конце 20-х годов из солнечной Италии на родину вернулся великий пролетарский писатель Максим Горький. От имени партии его приветствовал член Политбюро Николай Бухарин. Вы видите этот документальный кадр, он, разумеется, был вырезан из официальной хроники. Позже, незадолго до своей кончины, Горький скажет: если враг не сдается, его уничтожают. Не о себе ли? Во всяком случае, о тысячах, миллионах других. Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? Не соревнуйся с лукавым. Не завидуй творящим беззаконие. Ибо лукавый будет истреблен. И не будет грешника. Посмотришь на место его и не найдешь. Так зачем же печалишься, душа моя? Злоумышляет грешный против праведного и скрежещет на него зубами своими. Оружие извлекли грешники, натягивают лук свой, чтобы пронзить нищего и убогого, заклать правых сердцу. Но оружие их пронзит сердца их, и луки их сокрушатся. Так зачем печалишься ты, душа моя? Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир и отгони зло. За 6 месяцев до взрыва храма Христа Спасителя. Сводка наблюдения о ГПУ. Усилились антисоветские разговоры и агитация в связи с решением о сносе храма. Отмечены такие разговоры. Власть растратилась и теперь продают американцам все ценности. Правительство хочет изломать храм и продать его Америке за большие деньги. Секретариат председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. По договору между Народным комиссариатом финансов и хозяйственным отделом ОГПУ последнему передаются для обработки все золоченые предметы из закрываемых молитвенных зданий.
Самыми богатыми в отношении наличия золота являются купола церквей. В частности, купола храма Христа Спасителя. Считая, что в настоящее время оставлять на куполах до 20 пудов золота, 500 000 валюты, является излишней для СССР роскошью, просим в срочном порядке разрешить вопрос о храме и куполах с тем, чтобы ОГПУ могло бы уже в начале весны заняться смывкой или снятием куполов. Меня вызвал наш директор Виктор Васильевич, директор кинохроники, и сказал, понизив голос, как будто бы, чтобы не все слышали: ты знаешь, что мы тебе поручаем снимать, как разрушают храм Христа Спасителя, и ты будешь вести наблюдение с самого начала до самого конца. И я никак не мог понять тогда, для чего это. И когда я задал Васильевичу вопрос, а почему, для чего это нужно, что Исаакии тоже будут разрушать, что все храмы будут разрушать, он мне сказал, что знаешь, что ты не задавай таких вопросов, ты вот исполняй то, что тебе сказано, и поменьше болтай. И вот когда приступили к разбору, никак не могли разобрать. Чем только не били, и молотками, и зубилами, никак не могли разрушить. Потому что сам храм был построен таким образом, что каменные плиты клались, кажется, из песчаника, заливались вместо цемента свинцом, и так каждая плита была сложена. Во время полно изыди Иисус с ученики своими на он пол потока Кедрска, иде же бедер то град, вонь же вниде сам и ученицы его. Ведешь же Иуда, предаяй его, место, яко множествою собиравшийся Иисус, ту соученики своими. Иуда же прием спиру, и от архиереи, и фарисеи слуги, приде само, что светилы, и свящане, и оружие. Иисус же, ведися грядущая нань, ище речем, кого ищете, отвещака ему Иисуса Назарея, глаголя Иисус, заложили колоссальное количество амонала. И вот был назначен день, когда нужно было подорвать это. Нас несколько операторов снимало с разных точек. По-моему, с 3 точек. Я сейчас уже боюсь точно сказать. И вот в один прекрасный момент по сигналу, который нам был дан, мы включили камеры и увидели страшное.
Кому-то очень нужно было стереть с лица земли само понятие «Россия». Нестерпимо стало жить рядом с ее красотой. После сноса храма задумано было водрузить здесь помпезный знак эпохи – Дворец Советов. Демьян Бедный, поэт, в свое время назвал его мировой эстрадой. Средь Москвы, средь союзного, не белокаменного, краснокаменного, сердца, града воздвигается нами мировая эстрада, трибуна трибун. Но земля, легко державшая тяжесть величественного храма, не приняла этой вавилонской башни 20 века. Дворец Советов так и не был построен. На месте этом дымится теперь, отравляя все вокруг, чаша национального позора — бассейн Москва. Я понимаю таким образом ситуацию, которая возникла после 17 года, или вернее в результате 17 года. Была поставлена четкая цель на разрушение российского государства. Это потаенная, глубинная цель. Вовне она подавалась интеллигенции, трудящимся, как избавление от проклятого самодержавия. В связи с этим до революции и во время революции весь пропагандистский аппарат партийный был направлен на то, чтобы оболгать предыдущую историю России, что им, к сожалению, удалось с успехом сделать. Таким образом, вот и стало возможной, на мой взгляд, то, что называют Октябрьской революцией, а на самом деле это был захват власти обманом. Но после этого, как я себе представляю, возникла другая, более отдаленная и более страшная задача перед большевиками – уничтожить те духовные основы, на которых держалась русская государственность, держалась тысячелетия. Энергично и неутомимо темные силы работали над уничтожением Святой Руси. Страна в кирпичной пыли, в дыму пожарищ. Как объяснить? Как понять теперь этот веселый энтузиазм, эту стихию разрушения? Уничтожение старого каждый раз возводилось официальной пропагандой в высокий нравственный идеал, умело направлялось. Из сознания людей убиралась живая связь времен. С лица земли ее материальное воплощение. Это было покушение на дух и плоть человеческую одновременно.
самым глубинным, фундаментальным, что ли, камнем русской государственности, русского национального характера была, безусловно, православная церковь. Поэтому и неудивительно, что с таким сатанинским ожесточением буквально с первых же месяцев после Октябрьского переворота с сатанинским ожесточением была направлена десница удара на церковь и на духовенство. В России перед 17 годом было 50 с лишним тысяч храмов и 25 тысяч часовен и домашних церквей. К 1940 году исчезло 95% всех церквей, которые были еще в 20-е годы. Происходило это не только в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве. Это происходило повсеместно, была развернута, хорошо продуманная, прекрасно организованная кампания, нацеленная на уничтожение церквей. Горе вам, лицемеры, что очищаете внешность чаши, между тем, как внутри она полна хищения и неправды. И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен грядый во имя Господне». В период 1932-1937 года было закрыто 70 епархий и арестовано 40 епископов. Мы привыкли за последние годы арестованы, сосланы, но что за этими словами стоит? Вот приведу такой пример. 30 апреля 18 года в Пасху по цвету и заутреннюю священнику отцу Иоанну Пригоровскому, станице Незнаемовской, Кубанской епархии, выкололи глаза, отрезали язык и уши, связали и живым закопали в навозную кучу. Это свидетельство, дошедшее до нас от очевидцев. Об этом рассказывали на Кубани. Вот уровень той борьбы с так называемым опиумом народа, который свидетельствует не только о геноциде, не только о стремлении уничтожить носителей духа, но и о той сатанинской жестокости, о тех корчах нравственных, с которыми это делалось. В 1919 году вышел первый номер пермских епархиальных известий. И там приведен список мучеников за церковь. Страшен этот список, должен я сказать. Идут имена 10 протоиереев, 41 священника, 5 диаконов, 36 монахов. Против каждого имени обозначен род его мученической смерти. Читаем и видим: утоплен, исколот штыками, задушен епитрахилью, прострелен и заморожен, изрублен саблями. Один из первых великомучеников, митрополит Киевский и Галицкий Владимир.
зверски убит 7 февраля 1918 года. Я никого и ничего не боюсь. Я во всякое время готов отдать свою жизнь за Церковь Христову и за веру православную, чтобы только не дать врагам ее посмеяться над нею. Еще одна страница прошлого. Голод 1921-22 годов. Его происхождение до сих пор не ясно. Недалеко от Москвы, писал в те дни Ленин, в губерниях, лежавших рядом, в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчетам осторожных специалистов еще теперь до 10 миллионов пудов избытка хлеба. Экономическое распределение по Ленину – это вопрос политики. И тут же изуверский ход. Товарищу Молотову для членов Политбюро. 19 марта 1922 года. Строго секретно. Ни в коем случае копий не снимать. Именно теперь, и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Ленин. Когда я буду царем, в России не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, ныне Свердловске, в подвале Ипатьевского дома группой чекистов по указанию центральных властей были расстреляны отрекшийся к тому времени от престола царь Николай II и его семья. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней сносить народные гоненья и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбления, Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Юровский Ян Кильхаимович командовал расстрелом царской семьи, убил государя.
может только присниться во снах. То, что было, вдруг перевернется в чьих-то лживых, коварных устах. Может быть, на Руси не стояли сотни сталинских концлагерей, и железной рукой не сгоняли, словно в рабство, в колхозы людей. И не видно Ипатьева дома, а Юровского подвиги бред. Кто ж стрелял по приказу наркома в мальчугана в 14 лет? Бронепоезд умчался, пред тобою дорога чиста. Навсегда в твоем сердце остался хоть осколочек
Великой России, увы, больше нет. Но святая Русь не может погибнуть. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова.